решила провести такой небольшой эксперимент и посмотреть на показатели B12 спустя 3 или 4 года сыроедения, малоедения и голоданий. Последние 3 года усиленных, таких водных и сухих. Хочу проверить свою кровь на B12, на некоторые другие гормоны. И общий анализ крови сдам. Посмотрю, потому что около года или 1,5 лет назад я снимала видео о показателях B12, когда у меня был он снижен, соответственно, да, если я на сыроедении длительный период времени, он и у веганов снижается. И тогда один человек мне начал писать, что ты убьешь свое здоровье, B12 у тебя не поднимется теперь, он будет только опускаться, потому что есть тенденция к тому, что он опускается. Сам по себе он никак не восстановится. Комментарии можете там почитать, я ему отвечала в свое время и сказала, что через год-полтора я пересдам этот анализ и посмотрю. И выложу в интернет, чтобы все посмотрели на то, какая тенденция все-таки к снижению или к повышению. Потому что я планировала провести некоторые манипуляции, от которых B12 в принципе не должен опускаться, и более того, должен расти. Вот, поэтому сдам, посмотрим, что там получится. Получилось ли у меня сделать его больше без использования искусственных таблеток и без добавления большого количества продуктов, якобы содержащих там B12. И этот человек просто очень яро заступался за искусственные добавки, прием витамина B12, витамина, но это не витамин, он был за приемом витамина B12 извне, на что я сказала, что B12 вполне синтезируется организмом, моим уж точно будет синтезироваться, не знаю, как твоим, на что он мне ответил, что такого не бывает, и B12 организм не синтезирует. И проверим, кто оказался прав в этой ситуации, человек, который употребляет искусственный B12, тем самым убивая свою печень, или человек, который решил все-таки пойти исследовательским путем и проверить, возможно ли восстановление B12 без применения химических препаратов. B12 опустился, но заметьте, он опустился не так низко, как у многих сыроедов и веганов, даже на 5-7 год их питания. То есть он опустился где-то у меня с 400, да, на обычном питании. И то я его никогда не измеряла. Может, он у меня вообще был там 300-250. Мы же не знаем, какой у нас показатель B12, в принципе, на обычном питании. Не факт, что он там в районе 900 единиц. Не собираюсь пока принимать химические всякие вещества для повышения B12. Хочу проверить вот таким вот путем сама, посмотреть, что будет, поднимется ли B12, не используя химические препараты. Да даже если и натуральные, как делать уклон, там, скажем, на спирулину или на какую-нибудь биологическую добавку, я не хотела. Что я делала? Пусть это пока останется такой небольшой тайной. Мне важно увидеть результат. Если результат будет положительный, то есть тенденция к росту, значит, я не ошиблась. Так, заходим на мой канал в YouTube. Да, здесь вот раздел «Главное видео». Мы вбиваем в поиск видео B12, нас интересует. Вот выходит мое видео про B12. Нажимаем. Далее, так, здесь я говорю про спирулину, про добавки. Вот первый анализ, который я сдавала спустя год своего сыроедения на B12. Собственно, тогда я о нем и узнала. Он получился у меня 345. Обратите внимание на норму. Норму 663. Вот запомните. Дальше. Я сдавала B12 спустя, где-то почти 6 лет моего сыроедения получалось. 5,5 лет. И B12 223. Обратите внимание, как они завысили нормы. Он теперь не 663, а 914. То есть предельно допустимая граница этого витамина. Понятно, да? А нижняя граница, она была 191. 191. В принципе, практически так и осталось. Какие-то 10 единиц, 11. Можете посмотреть это видео здесь, что я здесь говорю. Уже особо не помню. Здесь в комментариях мне человек писал, про которого я говорила. Вот можете почитать. Я ему отвечала. Так, и сейчас я вам покажу
показатель B12 спустя 7 лет моего сыроедения, то есть через год от последней сдачи вот этого анализа, чисто для себя. И это последний раз, когда я сдаю на B12. Больше я не собираюсь на него сдавать, не потому что он не дешевый, этот анализ, а потому что мне просто не интересно вообще. И обратите, пожалуйста, внимание, что мой показатель B12 даже спустя 5 лет сыроедения не упал ниже 100. Я понимаю, что он недостаточно информативен, возможно, в какой-то степени. Мне говорит о моем состоянии мой организм. Если я чувствую себя хорошо, и я адекватно, причем оцениваю свои возможности моего мозга, да, все когнитивные возможности, физическую активность, проявление на коже, да, как у сыроедов бывает, склеры глаз. То есть я оцениваю свое состояние по многим признакам, не потому что я, как Андрей Счастье, там что-то себе вбиваю в голову. Довольно-таки адекватно, трезво всегда оцениваю любой результат. Лишь только поэтому я не хотела заморачиваться с этим витамином. Но поскольку многие интересовались, мне нельзя проводить длительные голодания, что это вообще капец, мне там настанет. Я знаю многих веганов и сыроедов, у которых показатель B12 90, 60 и 70. И они как-то живут. Но эти люди начали употреблять добавки. То есть витамин B12, ну он не витамин, еще раз говорю, они начали принимать его внутрь. Ну и, соответственно, B12 начал расти. Я же решила не загонять себя в эти рамки, а посмотреть на показатели, если я все-таки не буду принимать и уберу те факторы, ну, которые будут способствовать, возможно, повышению B12. Сейчас мы с вами оценим результат через год. Давайте посмотрим. Я хочу также обратить ваше внимание на то, что помимо моего сыроедения 80/20 или 90/10, в зависимости от сезонности, да, я на протяжении 6 лет, когда сдавала первый свой анализ, я придерживалась периодического голодания. То есть это ежемесячное голодание. Неважно, это могли быть и 5 дней в месяц, это могли быть и 15-20 дней в месяц. То есть это, как правило, длительные отказы от еды на 3, 5, 10 дней, а то и 15. И плюс к этому отказы от еды и от воды. Не только от еды, но и от воды, то есть так называемые сухие голодания, кто не знает. Различные сроки, но часто. И последние полгода, уже скоро будет год даже, отказ от еды и от воды я провожу в месяц от 5 до 12 суток. Ежемесячно, то есть около года. А до этого каждый месяц были сухие тоже, но не очень длительные. Кроме того, мое питание на протяжении 2,5 лет, уже 3 лет, малоедение, то есть прием пищи от одного раза в несколько дней. Еще я бы сакцентировала ваше внимание, что я не уехала из города, в котором и жила до сыроедения, да, то есть не поменяла свои условия жизни. Я не переехала на Бали, в Мексику или в Африку, я не питаюсь сочными, вкусными фруктами, у меня нет доступа к морю. Как жила, так и живу, но, конечно, у меня другой образ жизни, что-то я поменяла. Дополнительно я занимаюсь с людьми, у которых тоже какие-то проблемы со здоровьем, то есть я там решила свои проблемы и помогаю людям решить их проблемы, то есть мы работаем вместе. Заметьте, я не отшельник, я не социопат, я никуда не уехала. То есть вполне себе обычный житель, так скажем, мегаполиса живет и функционирует как положено, и даже лучше. Сдача вот этих всех анализов, да, в таких условиях может говорить также о моем правильном пути и моих правильных каких-то мыслей по этому поводу. Потому что люди испытывают большие сложности, в принципе, на сыроедении, тем более на малоедении, и тем более на неедении, живя в социуме. И в городе при таком образе жизни жить не так-то легко, как может показаться. Конечно, что-то, как я уже сказала, мне пришлось поменять, да, какие-то моменты в своей жизни. Что-то пришлось построить под такой образ жизни, питание, но это не кардинальная смена жизни. Переезд в другую страну, в теплые края. Мне тут сложно, и я так больше не могу. Я считаю, что так может поступить каждый дурак. Но ты попробуй вот трансформироваться там, где ты родился и вырос. Реально, получится у тебя или нет? Развивайся в этой же среде. Что, слабо? Тогда лети на своей Бали. Ведь это же не говорит о том, что ты крутой чувак. На самом деле это говорит о том, что ты слабак. Потому что очень многие люди, они как раз-таки бросают свой образ жизни, да, свои какие-то моменты с питанием, лишь только из-за того, что у них не выдерживает ни тело, ни психика. Они просто тупо улетают в другую страну. Ну хорошо жить, прекрасный морской воздух, прекрасные сочные фрукты. Да там каждый дурак сможет сыроедить, и не едет тем более. Но это опять-таки будет временно, потому что всю работу, которую нужно для этого сделать, чтобы придерживаться такого образа жизни, ты просто слил. Ну, то есть решил, что это не нужно. Поэтому через 5-10, ну максимум 10 лет,
тебе это все вернется и аукнется еще больше. Потому что основную работу, которую нужно было делать, ты от нее убежал. Если бы все это проходило бесследно, ну, другой вопрос. Можно, конечно, жить на Бали и довольствоваться тем, что ты имеешь. Это неплохо, конечно, я не говорю, что это плохо. Но если ты хочешь в перспективе иметь какие-то возможности своей психики и своего тела, то есть творить такие штуки, которые другим вообще не понять. Все, теперь никаких вопросов, касающихся B12 для меня нет. Больше на эту тему делать видео я не буду. Сдавать этот анализ больше я не буду. Кому-то что-то доказывать, мне это не интересно. Я проводила небольшой эксперимент для себя. Результат для меня был предсказуем. И спустя 7 лет сыроведения, как я уже говорила, из своего малоедения и неедения, по идее, мой B12 должен был опуститься и стремиться вообще к нулю. Но почему-то этого не произошло, как мы видим, да. B12 у меня на отметке 300, то есть он даже вырос. Был 223, стал 300. Конечно, в разные периоды времени будут различные показатели B12. Может быть, то, что я сейчас делала, немножко его опустила. Скорее всего, так и было. То есть, если я пересдам его через 2-3 недельки, он будет, может быть, в районе даже 400. Дальше эту тему, как я уже сказала, развивать не хочу. Давайте мы с вами уже прекратим все эти разговоры о витаминах и микроэлементах. Просто вечные разговоры. Эти темы уже мне порядком надоели. Вот я вам оставляю это видео, даю пищу для размышлений и делайте выводы. Всем пока!